Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны. Федеральный портал «История РФ» представляет цикл лекций научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора МГИМО МИД России Михаила Юрьевича Мягкова «Семья народов. Опыт Российской империи и Советского Союза». Тема лекции «Семья народов. История Казахстана». Здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории Казахстана. Государство большое. Одна граница его с Россией – это 7500 километров. Если говорить о площади территории, то есть это более 2,5 миллиона квадратных километров, 9-е место в мире. 19 миллионов жителей сегодня находится в Казахстане. То есть это очень мощное, большое государство, которое когда-то было союзной республикой нашего СССР. Вот рассмотрим его древнейшую историю, но Туркестан, Средняя Азия – это место формирования древнейших цивилизаций. Был палеолит, каменный век, мезолит, потом неолит. Процессы происходили сходные, что и в других районах, и среднеазиатских, и азиатских районах. Тем не менее, мы знаем, что сегодня археологические находки, археологи, наши археологи, казахстанские, находят много изделий. Например, когда мы говорим уже о бронзовом веке, изделия из бронзы. Ясно, что там были охотники, там было собирательство, там было скотоводство. Да, это прежде всего кочевые племена, бескрайняя степь. Можете себе представить, что чувствовал тогда человек древнего мира, находясь в окружении этих бескрайних просторов. Здесь и мысль его тоже развивалась, наверное, и далеко, и глубоко, на широких пространствах. Если говорим о первом тысячелетии до нашей эры, тут уже появились прототюркские племена, тюркоязычные. Здесь можно сказать, что они принесли с собой, каждое племя тюркское приносило с собой свою культуру, свои навыки, свои обычаи. То есть все перемешивалось, это был своеобразный такой азиатский степной плавильный котел. Действительно, место для формирования новых цивилизаций. Государственные образования, как правило, были недолговечны. Если говорим о тюркских племенах, мы вспомним с вами что великое переселение народов, это 4, 5, 6, 7 века уже нашей эры. Здесь появлялись те народы, которые потом уходили дальше на запад. Здесь и кипчаки, здесь и половцы, здесь и печенеги, здесь появляются хазары. И на бескрайних просторах нынешнего Казахстана появляются тоже первые государственные, уже более мощные образования. Давайте сейчас о них немножко и поговорим. Был такой народ хунну, а мы его знаем в том числе из китайских источников. Да, кочевой народ, который в том числе стремился к новым завоеваниям. И есть такие сведения, в том числе и казахские ученые сегодня этого придерживаются, что Великую Китайскую стену китайские императоры династии Тан начали строить именно благодаря, то есть из-за нападения этого народа хуннов, который тоже потом исчез бесследно. Часть ушло на запад, часть на Анатолийский полуостров. И такая смена народов происходила из века в век. Уже в VI веке нашей эры, вследствие как раз великого переселения народов, дальше здесь появился уже и Великий Шелковый путь, возникает тюркский каганат. Такое первое мощное государственное образование, которое тоже в конце концов уже в VII веке распадается на две части, и в конце концов часть их населения уходит на запад, часть непосредственно за Закавказья, другие на Анатолийский полуостров, и кто-то смешивается с местными народами. Здесь, в частности, речь идет о том, что такой народности, как, например, туркмены, азербайджанцы, гагаузы, они имеют тоже корни в Средней Азии, непосредственно в тех степных пространствах, о которых мы сейчас ведем свою речь. А уже 7-8 века – это арабское завоевание, арабский халифат. Как всякая мощная держава, которая на начальном периоде своего развития, она, естественно, завоевывает новые пространства. Здесь и тюркские племена, здесь и Средняя Азия. И арабы побеждают, они основывают здесь свою провинцию арабского халифата, непосредственно в том числе на территории среднеазиатских нынешних государств и части Казахстана. Но
в дальнейшем и ослабевает его влияние. И опять здесь образуются новые же тюркские ханства. Что принесли с собой арабы? Они принесли с собой очень много. Здесь и культура, здесь и письменность, арабская вязь. Здесь основы религии, ислама. Он стал распространяться и здесь, на территории вот нынешней Средней Азии, Казахстана. Познакомили и с культурой, познакомили с земледелием, с основами ремесла. И, конечно, вот этот великий шелковый путь, который частично, естественно, но проходил через эти территории, играл огромную роль в хозяйственном освоении этих территорий. Ну, чтобы уже осветить дальнейшую историю Казахстана, вот есть такое понятие «осевое время». Как бы такой стержень, вокруг которого крутится история цивилизации различных государств для античности, для восточных стран. Но вот мне кажется, если мы, это мое мнение, конечно, если мы рассматриваем, конечно, историю Казахстана, историю Средней Азии вот таким осевым временем, которое как бы разделяет, что было до, а что после, это, конечно, время монгольских завоеваний. Чингисхан, правитель Монголии, великой державой, которая становится и расширяет свое влияние в начале Западная Сибирь, Корея, Северный Китай, Персия. Дальше идут они на запад и доходят уже завоеваний и до Средней Азии. И вот эти среднеазиатские государства, Хорезм, они падают под натиском монголов. Но тем не менее, здесь они приносят с собой и тоже и свою культуру, и свои обычаи, и свои законы Ясу Чингисхана. И мы знаем с вами то, что когда влияние Золотой Орды, уже после Монгольской империи образуется Золотая Орда, когда падает Золотая Орда под натиском уже Тимура, Тамерлана, в конце концов вот эта территория, которая находится на территории современного Казахстана, она делится как бы на три улуса, как бы изначально, да? Улус, бывший улус Джучи, это то, что на западе. Джучи – это сын Чингисхана, его сын Бату-хан, Баты, то есть внук Чингисхана. Это тот человек, который как раз и совершил набег на Русь, и разгромил тогда уже древнерусское государство, по сути дела, и Русь стала платить ордынский выход. Здесь Чагадай. Это то, что мы называем сегодня территорией и Казахстана, и часть Средней Азии. И дальше уже к востоку это территория уже Удыгея. То есть, тот человек, который стал императором Монгольской империи. Но Монгольская империя распалась, Золотая Орда тоже пала. И вот эти три улуса, о которых я сказал, Чагадая, Гудея, Джучи, они как бы стали прообразами, первоосновой, первоначалом тех казахских жузов, о которых мы сегодня все с вами прекрасно знаем. Это север, северо-запад – это младший жуз, центральные районы и северные районы – средний жуз, южный, юго-восточный – это старший жуз. И как ни крути, что ни делай, тем не менее мы сегодня должны в современной нашей политике учитывать то, что да, существовало объединение племен, которое вот как раз называлось жузами, и которое стоит учитывать и в современной политике младший, средний и старший жузы. А основа им была дана именно как раз в ходе вот этого монгольского нашествия. Вот монголы, они занимали, да, конечно, ведущую роль. То есть называли их еще белой костью. Это правители, и в дальнейшем все династии, которые образовывались на территории современного Казахстана, тем не менее, они были чингизидами, либо джучидами, как их называли, от улуса Джучи, сына Чингисхана. Но постепенно монголы, которые составляли уже в монгольском войске, уже после Бату-хана, едва пятую часть этого войска, они смешивались с местным населением. Что называется, тюркоизация их происходила. Да, династия шла именно от джучидов. Но, тем не менее, вот эта монгольская масса, она растворялась в огромной массе местного населения. Примерно то же самое, что происходило и с Китаем, когда какой-то завоеватель или какое-то племя приходило в Китай. Рано или поздно она растворялась в вот этой огромной массе народа, принимала его обычаи, но и давала свои. Вот я уже упомянул о Ясе Чингисхана, и в дальнейшем мы уже поговорим уже о казахском законодательстве, но это уже 17-18 века. Давайте теперь поговорим о 13-15 веках, которые, по мнению казахских ученых, сегодня являются временем образования казахского народа, становления его, и казахской государственной в том числе.
Джаныбек и Керей, два сильных степных вождя кочевых племен, они объединили вот все многочисленные племена, которые находились в окрестностях, и, по сути дела, именно они основали казахское ханство. Вот если мы посмотрим на официальную историографию Казахстана, 1465 год. И марки выходят, и монеты выходят вот с этим числом, с этой датой, где говорится о том, что да, вот именно с этого времени ведет основание и было основано казахское ханство. Достаточно мощное образование, которое занимало территорию и младшего, среднего, старшего жузов, соответственно. И это территории степные, прежде всего, и кочевое животноводство. Да, конечно, основы ремесла. Здесь появляется и уже торговля, более серьезная торговля и с Китаем, теперь уже цинским Китаем, здесь уже и первые контакты непосредственно с Россией, а дальше выходит на Персию. То есть на пересечении многих торговых путей находилась вот эта территория, что тоже давало возможность развивать вот эти государственные основы, но и тем не менее она служила взором и притягательностью других соседних государств. Образовались, в частности, тогда и ханства среднеазиатские, бухарское, каканское, здесь и цинский Китай, здесь джунгарское ханство или джунгарское государство. Все они претендовали на эти территории. Вот это время как раз она характерна большой борьбой, которую ведут казахские племена против различных нашествий. Вот давайте немножко поговорим, о каких нашествиях идет речь. 17-18 века, джунгарское ханство. Мы знаем о нем по тем фильмам художественным, в том числе губернаторе Гагарине, генерал-губернаторе Сибири Гагарине, который тоже воевал и имел отношения и с Китаем, и с джунгарским ханством. Действительно, это были те времена сложные достаточно, когда джунгарское ханство, оно расширялось и стало теснить казахские племена, казахское ханство. И казахские ученые, мне кажется, они правильно сегодня говорят о том, что воины казахские, воины джунгарские и воины казахские никак не отставали своей смелости, выносливости, героизме, поскольку они отстаивали родную территорию, никак не отставали. Но уже времена Петра I у джунгаров было больше стрелкового оружия. То есть огнестрельного оружия, и они наседали на казахские племена, которые вынуждены были отступать, вынуждены были бежать и в Какан, и Бухару. И несмотря на то, что одно время это казахское ханство владело даже Ташкентом, и даже Ташкент какое-то время даже был столицей казахского ханства, это наступление джунгар, оно вынуждало отступать все дальше и дальше казахские племена. А в этот момент повел экспансию и цинский Китай. Тоже территории богатые и развитые достаточно, манили тогда китайских правителей. И действительно, казахские племена, казахское ханство, которое к началу XVIII века было фактически, перестало существовать, оно стало искать выход из положения. Что делать? Либо договориться с Китаем. Тоже эти договоры были непостоянными. Либо с джунгарами, поскольку и Китай тоже наступал. Но в конце концов помощь пришла от России. Были обращения уже во времена Петра I. Петр I, который вел тогда Северную войну, достаточно благосклонно отнесся к просьбам протектората России. Сразу же оценил значение казахского ханства во внешней политике. И его цитата, которую он сказал приближенным: «Всем азиатским странам и землям оная орда», то есть он имел в виду казахское ханство, «ключ и врата. И той ради причины оная орда потребна под российской протекцией быть». Но дальнейшие события, и в частности были поход, как мы с вами знаем, Бековича-Черкасского в Среднюю Азию, который кончился неудачно, и Северная война, и другие походы, пока отвратили внимание России от этого направления. Тем не менее, мы знаем то, что этот период, хотя и называет его тяжелым временем, и замятни, и различные тоже выражения есть, наступление джунгара, цинского Китая, они характерны то, что появляется достаточно мощное, интересное, уникальное законодательство у казахских племен. Я имею в виду верховную власть хана Тауке, который правил до 1718 года, и свод законов Жыты-Жаргы, который называют еще 7 законов, 7 установлений.
Да, была Иса Чингисхана, но многое было и из местного законодательства, устного права, и мусульманского шариата, то есть судебного права ислама. Он включал в себя различные установления. Ну вот давайте перечислим. Это земельный закон, как распределять землю. Семейный брачный закон, где устанавливался порядок заключения и расторжения брака, обязанности, кстати говоря, супругов. Что, ну, скажем так, для некоторых стран европейских, ну, не говоря уже там о других странах, да, было во многом тоже уникально. Как распределяется имущество после смерти супруга, в каких долях, все это тоже было прописано. Военный закон распределяет военную повинность. Как правило, в казахском ханстве, у казахских племен, это было ополчение. То есть каждый жуз, каждое племя выдвигает своих воинов в случае военной опасности, в случае военного похода. Здесь, с одной стороны, да, это несколько, может быть, напоминает всеобщую воинскую повинность, но, тем не менее, здесь менее профессиональная армия получается. Конечно, вот, как мы уже сказали, джунгары, поскольку обладали более организованной военной силой и огнестрельным оружием, кстати говоря, казахские ученые подчеркивают сегодня, вот это огнестрельное оружие помогали добывать и осваивать шведские военнопленные, то есть те военнопленные, которые Петр I взял в плен под Полтавой в 1709 году и которые потом поселились в Российской Сибири, в частности, вот в этих краях. Судебное право, уголовное право. И вот очень интересно, закон о вдовах, регламентирующий имущественные и личные права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и родственников умершего. То есть заботились уже о вдовах, то есть как будет жить женщина, как будут жить дети. Мне кажется, это достаточно гуманное право и достаточно прогрессивное, очень прогрессивное даже для тех времен, для казахских жузов. Тем не менее, вот эта раздробленность, она вела к тому, что рано или поздно казахские племена либо окончательно были бы разгромлены, либо ассимилировались с другими народами, которые наступали, и Цинский Китай, здесь джунгары. Здесь и Каканское ханство стало претендовать на эти земли. Кому обратиться? Ну, Петр I, мы уже сказали, вел Северную войну. После него Анна Иоанновна, 1730-1740-е годы. И вот начало вхождения казахских племен в состав России связан с именем Анны Иоанновны. Ну, различные оценки по поводу этой правительницы, племянницы Петра I мы можем выдвинуть. Да, действительно, она была неоднозначна, она там любила шутов, она там любила маскарады, там, карнавалы, хозяйством своим государственным толком не занималась, но именно при ней младший казахский жуз обратился с просьбой о протекции, о защите к России. И Анна Иоанновна сказала о том, что да, протекцию дадим, но давайте уже тогда и присоединяйтесь к нам. Вот с 1731 года и пошло присоединение территории нынешнего Казахстана в состав России. Пока это был младший джуз. Ну, вот на каком фоне все это происходило? Конец 20-х, 30-х годов. И наши, и казахские ученые говорят, что вот эти нападения, вот эти вторжения джунгаров, Цинского Китая, Коканда, они принесли огромные жертвы. До миллиона человек, вот потерял тогда казахский этнос, а 200 тысяч должны были куда-то эмигрировать, либо в Среднюю Азию, либо в тот же самый Китай. В конце концов, когда Россия вошла на эти земли, Цинский Китай отступил. Вот часть территории, да, он все-таки взял себе, вот это Синьцзянь, либо новая граница, но дальше уже не пошел, поскольку Россия заявляла свои права и на вот эти территории в том числе. Причем и от среднего жуза, и от старшего жуза уже в это время, 30-е, 40-е годы, еще 18 века, шли просьбы о протекции. Россия действительно тогда расширяла свое влияние на восток. 17 век. Здесь после похода Ермака, как мы с вами знаем, да, Россия, полностью овладев Поволжьем, овладев Уралом, пошла в западную, потом центральную, восточную Сибирь, вышла к Тихому океану. И понятное дело, то, что многие торговые пути, снабжения и российских войск, и российской торговли, они так или иначе касалось, либо протекало через вот среднеазиатские казахстанские владения. Здесь было это все логично. И Россия нуждалась в этих территориях, и эти территории нуждались в протекции России.
Но пока силы России были заняты то войной с Наполеоном, то на Кавказе, то дальше на Востоке, как бы Средняя Азия, но она находилась, главное то, чтобы граница оставалась спокойной. И уже тогда российские правители, они строили здесь различные укрепления. Здесь и Омская крепость, Усть-Каменогорская крепость и многие другие укрепленные линии, которые как бы служили границей между степью, ну и, собственно, российской территорией, хотя проходили по самой степи. И здесь точной какой-то границы провести было абсолютно невозможно. Она была подвижной и зависела от мнения того или иного кочевого вождя, либо какого-то хана, либо российского губернатора. Поэтому, когда мы говорим, что после годов Великого бедствия, вот как раз начало XVIII века, встреча с Россией, встреча с российским влиянием стала приносить безусловный покой, успокоение на этой земле. Постепенно междоусобицы, которые тоже были, затихали. Внешнее влияние или внешняя агрессия со стороны Цинской империи, со стороны Коканда, со стороны Джунгар постепенно ослабевала. Ну и Джунгарское ханство в конце концов распалось, если мы говорим о китайских источниках. Китайские историки отмечают то, что примерно половина джунгарского населения, оно вымерло от какой-то болезни. Ну, кто-то называет оспу, кто-то другую, кто-то говорит о чуме. Ну, были и сражения. То есть народ распался. Он постепенно тоже ассимилировался с другими племенами и народами, которые проживали на этой территории. И вот эта безопасность, которую давала Россия, она, безусловно, была выгодна местному населению. Итак, мы говорим о присоединении Казахстана к России. Мы назвали с вами дату 1731 год, время Анны Иоанновны. Но в дальнейшем остальная территория нынешнего Казахстана присоединялась в течение 130 лет к Российской империи. Это достаточно длительный период, и он зависел прежде всего от тех забот, которые имела Россия. Либо на Кавказе, либо в Средней Азии, либо на каких-то других территориях, в европейские войны. Если говорить об официальной историографии сегодня казахстанской, как они оценивают причины, например, и последствия присоединения Казахстана к России, то есть как бы две основные точки зрения. Но первая, которая сегодня стала едва ли не господствующей, то что да, Россия, она, естественно, принесла вот эту безопасность, которую они хотели, но происходило на фоне вытеснения казахов со своих традиционных мест пастбищ. Пустынные земли. Шла русификация, шла колониальная политика. Вот это мы сегодня тоже имеем в виду. Ну а другая точка зрения, то что да, это положительное явление, то что стала развиваться торговля, стали развиваться города, появились зачатки промышленности, более развитое сельское хозяйство. Хотя, с другой стороны, тоже они говорят о том, что сегодня необходимо пересмотреть некоторые положения, что добровольное оно было или не добровольное. Вот такие споры не идут. Но в советское время мы, да, считаем, раз казахский жуз младший обратился, средний обратился, потом старший обратился к России, значит, это добровольное присоединение. К нам же обращаются. Сегодня нет, вот вели тонкую политику, средний, особенно старший жуз, то с джунгарами, то с Китаем, вели переговоры, какие-то союзы, одновременно и с Россией пытались договориться. И относят это к тонкой дипломатии казахских вождей. Ну, что на это можно сказать? Мы все-таки остаемся при своем мнении. Если есть официальное обращение, они хотят к нам присоединиться, да, то все-таки это обращение. Значит, добровольное. Да, понятно, внешние силы влияли, но куда им было деваться? И наша историография рассматривает вот этот процесс присоединения с той точки зрения, то, что да, безопасность – это раз. Торговля, экономические причины тоже были, потому что давно уже велась торговля между Оренбургом и казахскими племенами. Тут и Семипалатинск, тут и русские города, и крепости, которые стали основываться на этой территории. Угроза со стороны Китая, угроза со стороны джунгар. Все это тоже необходимо иметь в виду. И в конце концов, давайте посмотрим. Хорошо, если бы туда не пришла Россия, ну что ж, эти территории тогда ассимилируют Цинский Китай, либо Джунгары, либо Кокандское ханство.
либо еще какая-то другая держава туда вошла, а может быть, дошли бы туда и английские, скажем так, колонизаторы, да, с юга, со своей территории индийской колонии. Кто знает. Но, по крайней мере, когда туда пришла Россия, да, племена стали оседать на землю. Да, был нанесен удар, ну, давайте своими словами скажем, кочевому традиционному образу жизни, но это же был процесс, характерный тогда для многих территорий, для многих стран. В конце концов, здесь обработка земли, и русские крестьяне, которые переселялись туда, они знакомили местные племена как раз с этой обработкой, новой обработкой земли. Об этом тоже не будем забывать. Тут вопрос стоял о выживании. Либо ты принимаешь вот эти новые правила, либо ты просто растворяешься в составе других народов. Россия соблюдала традиции. Те генерал-губернаторы, которые оказывались там, они, безусловно, соблюдали и традиции, и местные обычаи, и веру, естественно. Ну вот, говоря о Среднем Жузе, протекции, это уже 1830 год, это уже при Николае I он входит в состав России. А Старший Жуз в течение некоторого времени, здесь и 30-е годы, и 40-е годы, уже в 1846 году территория Семиречья, а в 1854 году было основано укрепление Верное, либо потом город Верный, который потом стал Алматой, столицей Казахстана в советское время. И вот после того, как Каканское ханство понесло поражение от российских войск, это уже 60-е годы, можно сказать о том, что Казахстан, он полностью вошел в состав Российской империи. Когда мы говорим об этом времени, вот 30-е, 40-е годы, ну, вспомним еще даже 18 век, 70-е годы 18 века, восстание. Да, в казахской историографии, в учебниках эти все восстания присутствуют, казахское население. Они смешиваются с национально-освободительной борьбой, но я бы здесь сделал одно замечание. Ведь мы знаем, когда вот восстание было Емельяна Пугачева, ведь к нему присоединились и местные народы, и кайсаки, киргизы, как их тогда тоже называли. И они вместе с казаками Емельяна Пугачева, с аидскими казаками воевали, сражались. За что? За свои права, да, казаки. За землю, против крепостного права. Ведь общие причины были, что у казаков, что у русских крестьян, что у местного населения казахов, те же самые земледельцев, и у кочевых народов. Да? Общая причина вот этого социального гнета. Поэтому они оказались вместе, в одном войске Емельяна Пугачева. Здесь можно вспомнить и других, конечно, отважных военачальников, которые поднимали эти восстания. Были они и в XIX веке. И тоже имели прежде всего социальные причины. Никто не оспаривал, скажем так, верховную власть русского царя, русского императора, даже губернатора. Речь шла о социальных притеснениях. О том, что какой-то богатей, будет твой би местный, либо русский помещик, он притесняет местное население, берет слишком большие налоги, либо притесняет какие-то вольности, либо сгоняет с земли. Вот эта причина была. И я считаю, что она остается, и мы должны ее учитывать сегодня в истории, в описании истории Средней Азии и, в частности, Казахстана. Ну, говоря о первой половине XIX века, мы, конечно, не можем обойти вниманием личность Михаила Михайловича Спиранского. Ну, все мы прекрасно знаем этого человека, который выдвинулся при Александре I, да, его разработка законов и как должно российское общество строить, и на конституционных началах. Ну, потом он попал в опалу в 1811-12 году, был сослан в Сибирь, и в Сибири он стал сибирским генерал-губернатором, наверное, сам того не ожидая. И вот когда уже непосредственно он занялся, это 1819 год, когда вот эта опала при Александре I ослабла, он еще не в Петербурге, но уже генерал-губернатор, он решил, что необходимо вот этот край, огромный край из Сибири, и здесь степные районы, здесь и районы, как раз относящиеся к Казахстану, нынешнему Казахстану, необходимо реформировать. Причем при помощи гласности. Вот слово «гласность» она появилась не при Горбачеве, а появилась при Спиранском и в сибирском генерал-губернаторстве. Примерно за 165 лет до того, как Михаил Сергеевич объявил эпоху гласности. Он разработал несколько уложений. Ну, причем первое – это устав о сибирских киргизах, в том числе нынешнего Казахстана.
Здесь и учреждение для управления Сибирской губернией. Вот этот устав он разрабатывал, кстати говоря, вместе с декабристами, которые находились тогда в ссылке. Что он непосредственно предусматривал? Ну, делил население. То есть здесь кочевые народы, инородцы, местные и по социальному признаку. Но важно, очень важно подчеркнуть то, что вот этот устав, который Спиранский считал, что он должен последовательно вводиться в дело жизнь, закреплял за коренными народами Сибири, находившимися в их пользовании землями. Все, это твоя земля. Будь ты бием, будь ты простым декханином, скотоводом, но если у тебя есть земля, это твоя земля. Ты, кстати, можешь ее купить, можешь продать. Это еще до того, как было отменено крепостное право в России. Напомню, определял порядок и размеры ясака, то есть налога. И отметим, что этот налог местного населения, в частности казахского населения, был меньше, чем в Центральной России. Регулировал торговлю с русскими, с местными племенами, распространял на местное население уголовное законодательство Российской империи. Ну, кто-то сегодня из казахских ученых может там возразить. Вот у нас было свое традиционное право, но за убийство одни наказания, а здесь что, другие? Либо за убийство ты можешь заплатить какой-то налог, какой-то выкуп, какую-то куну, как это раньше практиковалось на этой территории. Нет уж, если вы все-таки в составе Российской империи, давайте все-таки жить по общим законам, касающимся уголовного права. Правда, сохраняя местные традиции. Традиции землепользования, традиции в семье, конечно, традиции к религии. То есть веротерпимость, это тоже было прописано в уставе. Отдавать детей в русские школы. Там, кстати, образовывались на этой территории Казахстана не только русские, но и совместные русско-казахские школы. Устав также декларировал полную веротерпимость. Вот этот устав, он, в частности, делил эту территорию. То есть, ну, в целом, территория нынешнего Казахстана, здесь, конечно, Туркестанское генерал-губернаторство образовалось, Оренбургское, ну и часть других территорий. Но вот сохранялось что? То, что генерал-губернатор управлял как бы округами. А округа делились на волости. Ханская власть в 20-х годах 19 века, она упразднялась. Но в властях было выборное управление. То есть кто командовал волостью? Султан. Вот такое слово, да, султан. И, как правило, это должности султанов, то есть руководителем местной волости, которой, как правило, было 8 либо 10 властей в отдельном округе, занимал очень знатный человек. Мог быть чингизидом, как Чукан Валиканов, о котором мы с вами еще поговорим. Человек, который уважаемый, это выборная должность. То есть еще до введения земского самоуправления в России, отметим, здесь уже было выборное управление на основе в том числе местного законодательства, которое было традиционного права. Выбирали своих управителей и чувствовали, да, есть верховная власть, Россия протекция, безопасность, защита, торговля. Но есть и второй уровень, местный уровень, на котором местные правители, уважаемые люди, которые уважают и веру, которые уважают и местные обычаи. Вот это как раз было особенностью, уникальностью Российской империи. Но где мы такое еще найдем? В английских колониях такого не было, тем более выборное управление. И вот говоря о казахах на русской службе, мы вспомним с вами поход 1864 года Черняева, уже неоднократно упомянутого нами военачальника, полковника, потом генерала, русского генерала, который совершал походы в Среднюю Азию. И вот, чтобы пойти в Семиречье, он приехал, Дюгамель, губернатор был тогда, генерал-губернатор Туркестана, ему нужен был сопровожатый, то есть местный какой-то руководитель, заслуженный. И вот губернатор предложил ему Чукана Валиханова, который был местный, который был чингизидом, уважаемым человеком, который был очень молодым. А на тот период и знал и русский прекрасно, и местные языки, и иностранные языки. Вот пару слов о Чукане Валиханове, который, наверное, самый известный, может быть, из чингизидов в Казахстане сегодня. Родился у себя на родине, в казахских степях, но поступил в русскую школу, окончил ее. Потом его отдали в уже кадетское училище непосредственно, которое он окончил с отличием. Хорошо знал литературу, даже прекрасно писал, имел отличные знакомства.
То есть был человек, который постоянно чем-то интересовался. Его интересовала география. Потом он даже делал выступления и свои публикации в Русском географическом обществе. И вот этот человек пошел в поход вместе с Черняевым уже непосредственно на те территории, которые находились тогда, это нынешний Казахстан, но под влиянием Каканского ханства. И его мнение было, которое он потом описывал в своих работах, то, чтобы дать свободу тому населению, местному населению, которое терпит бедствие. И он вел переговоры, он вел и исследования вот этой территории, которые потом уже в Русском географическом обществе и даже в Российской академии наук, и даже в Министерстве иностранных дел описание территории имели большое влияние. Известно то, что Горчаков, наш канцлер, министр иностранных дел, говорил о том, что чтобы ему прислали, вот его личные визы есть, даже Горчакова, прислали записки Чуканова-Лиханова, они очень важны для дальнейших экспедиций, для освоения территории, географии, полезные ископаемые, флора, фауна. Все это описывал Чуканов-Лиханов. И, интересный момент, когда он уже был в районе Иссык-Куля, он нашел, ну или для него нашли, потом ему показали, но он сумел в этом вовремя разобраться, древний эпос киргизов «Манас». И, по сути дела, Уалиханов сделал первую научную запись, не всего эпоса, но хотя бы частично, открыл его миру. И этот «Манас», как великое творение народной мудрости, он называл, и даже более как степную Илиаду. Он находился в Петербурге, Чихан Валиканов, и тоже имел там службу, и там познакомился с кем? С Федором Михайловичем Достоевским, и вел с ним большую переписку. Кстати, когда он намеревался, Чукан-Валиханов, стать султаном, ну, то есть руководителем одной из волостей в округе, он писал Достоевскому о том, что он хочет принести местному населению больше блага. То, что он знает местные порядки. Он образованный человек. И надеется, что его выберут. Но благодаря интригам, скажем так, генерал-губернатора, он так и не прошел в эти султаны. Хотя народ его уважал, Петербург для него, воздух Петербурга, сырость, вот этот климат были очень вредными. Он уехал обратно в свою степь, где жил, собственно говоря, в юрте, и постоянно к нему кто-то приходил за советом. А ему еще не было 30 лет, молодой человек. Но постепенно болезнь, которая вот, наверное, пришла к нему еще в Санкт-Петербурге, она брала верх, это была чахотка. И вот в 30 лет он умирает, но память о нем, его труды, его работы, которые опубликованы, кстати говоря, не только в России, но и во Франции и Великобритании, они имели тогда большое влияние и большой успех. Итак, Чукан-Валиханов. Ну вот я приведу, да, в конце еще несколько строк буквально из переписки Валиханова с Достоевским. Вот что Валиханов писал нашему великому писателю. «Я думал как-то сделаться султаном, чтобы посвятить себя пользе соотечественников», писал Валиханов, да? «Защитить их от чиновников и деспотизма богатых казахов. При этом я думал более всего о том, чтобы примером своим показать своим землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель». Видите, все перекликается. Султан — это каких-то еще с древнейших времен. И выборный правитель, и что он может сделать для общества. Здесь как бы перекликаются местные традиции и уже устоявшийся климат, если можно так выразиться, гражданского общества. Ведь Валиханов, он получает светское образование, хотя, безусловно, уважает традиции своего народа. Итак, Казахстан в составе Российской империи. Здесь, как мы уже сказали, Туркестанское генерал-губернаторство, часть территории Оренбургского генерал-губернаторства и Западно-Сибирского. Области делились на уезды, уезды на области. Но практически вся территория нынешнего Казахстана, большая его часть, она входила вот в Туркестанское генерал-губернаторство. Хозяйство. Русское влияние имело огромное значение для подъема, хозяйственного подъема этого края. Ну, приходили русские, мы уже об этом с вами говорили, когда рассказывали об истории Средней Азии, сразу строилась железная дорога. Для Казахстана особенно важно, да, проведение и Транссиба, и Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Сейчас вот часто любят говорить о том, ну да, ну пришли железные дороги, но это же для России. Там уголь нашли, ну уголь для России. Там золото нашли, ну золото для России. Там марганец, цинк, свинец.
и многое что другое. Но это же для России. Но ведь там же, в Казахстане, в этот момент и в Семипалатинске, и Усть-Каменогорске, Акмолинске, в других территориях строились новые города. Сами казахи становились рабочими. Да, пока мало, но все больше и больше процент. Вот если говорить о железнодорожных рабочих, вот которые трудились на железной дороге, ну как считается, да, ну там, наверное, одни русские. Нет, 25% это казахи по национальности. А вот для Оренбургско-Ташкентской железной дороги это уже 47% железнодорожных рабочих. А это уже профессиональный труд. Мы говорим о том, что хлопок. Да, конечно, огромное значение для хозяйства имело там, выращивание хлопок, как для всей Средней Азии. Но здесь горная промышленность, горнодобывающая. И говоря о новых заводах, здесь и выплавка металла, строительство железных дорог, горное дело. Здесь и кожевенное, и другие мануфактуры, которые строились. То есть уже к 1917 году, некоторые даже называют наши историки процветающей провинцией. Но до процветающей, наверное, нет, как и для всей России. Трудно назвать какую-то провинцию, которая бы абсолютно процветала, но, по крайней мере, бурно развивающейся и прогрессивно, эффективно развивающейся провинции. Казахские территории были тогда для Российской империи, хотя оставались пережитки, многие пережитки еще кочевых племен, натуральное хозяйство, родоплеменные обычаи и вот это деление, как мы уже сказали, на жузы – младший, средний, старший. В годы Первой мировой войны казахи, ну и давайте уже называть казахстанцы, то население многонациональное, которое тогда проживало на этой территории, оно восприняло Первую мировую войну, ну, как справедливую войну. Да, врагом была Турция. Там были младотурки, ну, которые, по сути дела, желали территории, в том числе Средней Азии. Это агрессивная страна. Поэтому здесь война воспринималась как справедливая. Одновременно даже шла Первая мировая война, но еще до нее начались Столыпинская аграрная реформа, и порядка 450 тысяч русских крестьян, они переселялись на вот эти богатые, но не обжитые казахстанские степи. Опять повторимся, в сегодняшней казахской историографии есть такое мнение, то, что вот приходило русское население, им давали самые лучшие земли, а вот казахи должны были уходить на какие-то другие территории. Да нет, ну территория-то огромная была. Была огромная территория, земли хватало тогда практически на всех. А то, что это рискованное место для земледелия, рискованная территория, так она была тогда, остается и сегодня. И суховей, да, и пока нет лесополос, вот этот плодородный слой земли, он мог просто любым сильным ветром сметен с поверхности и перенестись за сотни километров куда-то в далекие края. Это было рискованно. И многие русские, которые приезжали туда, не сумев наладить свое хозяйство, уезжали. Тем не менее, вот эти русские переселенцы приносили свою культуру, и приносили свои обычаи. И брали обычаи у местных племен, у местных казахов. Каких-то волнений на национальной почве особых не было. Вот говорят о среднеазиатском восстании 1916 года в разгар Первой мировой войны. Было и в Казахстане? Да, было. Было убийство русских поселенцев, да, и ответные действия царских властей, русских частей, да, это было. Но причина-то основная, она тоже лежала в социальных корнях. Раз, а потом там была большая разведка, разведывательная, подрывная, диверсионная деятельность со стороны и турок, то есть стран Четверного Союза, чтобы поднять там восстание. А поводом, как мы с вами знаем, появился тоже указ Николая II о тыловых работах непосредственно в ходе Первой мировой войны. Восстание было подавлено, да, и, конечно, это наша общая история, но мы должны знать все его причины и его последствия, и говорить о них все-таки объективно. Обратимся к цифрам. До 2017 года на территории Казахстана было построено уже более 2500 верст железных дорог. Ну, фактически с нуля образованной промышленности. Уже 90 тысяч рабочих трудились на предприятиях, которые были основаны в Казахстане. Говоря о Казахстане того времени и о промышленности, необходимо сказать и о росте населения. Да, не такой бурный, как вот в советское время, тогда рост населения Казахстана, но вот по первой переписи 1897 года там проживало уже 3,3 миллиона человек.
Из них всего-навсего где-то 0,5, 500 тысяч русскоязычного населения. То есть это говорило о том, что край развивается, и, конечно, надо было его исследовать. Это до конца не исследованный край. И тут вот всплывают имена наших известных ученых, путешественников. И первое имя, которое здесь возникает на памяти, да, это Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, который получил свое прозвище высочайшим повелением со стороны императора Тяньшанской за исследование, конечно, Тяньшаня и хан Тангри, вот эта высочайшая горная вершина на этом хребте, она была им исследована. Европейцы считали, что невозможно до ней добраться. Он добрался. Собрал огромную коллекцию, кстати говоря, насекомых. Это был тот человек, который, вот мы перепись упомянули, 1897 года, он фактически руководил вот этой первой переписью населения. Ученый, антрополог, ботаник, русское географическое общество, очень уважаемый во всем мире человек, а вот уже во второй части своей жизни он стал одним из основателей, ну и фактически главным редактором многотомного издания приложение к журналу «Нива» «Живописная Россия», вот, который находится у меня в руках. И если мы с вами посмотрим, вот для сегодняшнего даже человека, а это находится, кстати говоря, вот эти книги находятся, собрание коллекции в библиотеке Российского военно-исторического общества, здесь можно увидеть и наряды степных народов, да, вот современных, тогда конец 19-го, начало 20 века, казахов того времени. Бескрайние степи, торговые пути, верблюды. Кстати говоря, здесь и вспашка земли производилась в этих районах. Плуг, крестьянин на верблюдах, не на лошадях, когда еще тракторов не было. Здесь и Оренбург, но о Оренбурге мы поговорим особо. А многие-многие другие сюжеты, которые связаны с этим краем, степным краем, который очень любил Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Здесь, когда мы говорим об исследовании этого края, всплывает и другая фамилия Николая Михайловича Пржевальского. Все мы его знаем прекрасно по лошади Пржевальского, хотя это и ученый, и тоже и антрополог, который исследовал этот край, и экспедиции его и на Тяньшань, и озеро Иссык-Куль, и тибетская экспедиция, и в Монголию. Ну вот он часто проезжал через Зайсан. Ныне территория Казахстана, это как бы был пограничный пункт. И тут один русский купец Тихонов подарил ему шкуру и череп какой-то лошади, которую ему до этого казахи-охотники преподнесли. Он посмотрел, исследовал, ну, отправил в Петербург в зоологический музей. Там провели исследования, определили, что это дикая лошадь, доселе неизведанная, неизвестная в природе. Ну, сегодня говорят о том, что все-таки она была не совсем дикая, а здесь, как у Булгакова, да, обратный случай. То есть она когда-то была дикая, потом приручена людьми, а потом опять одичала. Ну, одичаешь тут, когда великое переселение народов, то с одной, то с другой стороны, войны, междоусобицы и так далее. Но вот это название «Лошадь Пржевальского», оно устоялось, и все мы в мире, во всем мире эту дикую лошадь, которую в дикой природе, правда, видели в последний раз только в 1960 году, находится она только сейчас в зоопарках мира, вот называют именем нашего отважного, знаменитого путешественника Пржевальского. В целом, вот это динамичное развитие этой территории позволяло говорить о том, что здесь, ну да, отступали старые традиционные общества. Как оно, кстати говоря, и в Центральной России тоже отступало, да примерно и в то же время. Наступали новые времена, которые несли с собой разное. И не только прогресс, но и смуту, в том числе те перекосы в социальной политике, особенно на предприятиях, капиталистических предприятиях, где не хватало зарплаты, где были высокие налоги, где не было пока пенсии, где не было страхования. Ну, все это тоже, как социальные причины, послужило и причинами революции 1917 года и тех больших преобразований, которые пошли по всей России, и в том числе в Казахстане, после февраля 1917 года, но особенно после октября 1917 года, о чем мы поговорим с вами во второй части нашей лекции. Спасибо. Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны.